Привет! Сегодня ликбез про джиттер. Прекрасно понимаю, что подобные видео не супер популярные, ну и не всем нужны. Но мне хочется, чтобы они тоже были на этом канале, как некая база знаний. Так что же это за страшное слово такое? Действительно ли это такой невидимый враг, который портит ваш звук? Снова спойлер, в 99% случаев можно не беспокоиться. Сейчас покажу на примерах, почему так, и расскажу, когда все-таки о нем стоит задуматься. Помните, я рассказывал про дискретизацию? Это когда мы нарезаем звуковую волну на тонкие вертикальные кусочки. Для CD-качества это 44 100 кусочков в секунду. Всегда мы исходим из того, что эти ломтики нарезаются через абсолютно равные промежутки времени. Идеально, как швейцарские часы. А теперь представьте, что часы немного барахлят, что наш нарезчик звука, аналогоцифровой преобразователь, АЦП, работает не с идеальной точностью. Один ломтик он отмеряет чуть короче, другой чуть длиннее. Так вот, эти крошечные отклонения во времени и называются джиттером. На этом на сегодня все. До встречи в следующих видео. Не, конечно, это еще далеко не все. Чтобы было понятнее, вот вам аналогия. Представьте себе, что вы пишете электронный трек и закинули лупу ударных. Запускаете, а он играет то быстрее, то медленнее, и в итоге все не по сетке, и это неконтролируемо. А вам нужна стопроцентная точность. Стремно? Так вот, джиттер — это примерно так же. Это некая аритмия цифрового сигнала. Но откуда эта аритмия вообще берется? В каждом цифровом устройстве, звуковой карте, CD-плеере, ресивере, есть главный генератор тактовой частоты, так называемый клок. Это и есть те самые часы, которые отмеряют время для каждого сэмпла. Идеальных часов не бывает, и у каждого устройства есть свой микроскопический уровень джиттера. Проблема обостряется, когда вы соединяете несколько цифровых устройств вместе, например, внешний предусилитель по цифровому кабелю с вашей звуковой картой. У каждого из них свой барабанщик со своим представлением о ритме. Если их не синхронизировать, они начинают спорить о том, когда именно нужно сэмплировать сигнал. Этот спор и порождает искажение. И тут возникает хороший вопрос: а как именно он портит звук? Создает лишние гармоники, потому что нарушается равномерность волны? Да, но есть важный нюанс. Джиттер действительно добавляет в сигнал лишние частоты, но это не совсем гармоники. Гармоники, которые мы получаем, например, от гитарного перегруза, это частоты, кратно превосходящие основной тон. Если у вас нота 1000 Гц, то ее гармоники будут 2-3 тысячи и так далее. Они делают звук богаче. Джиттер же работает иначе. Он не добавляет кратные частоты, он создает так называемые побочные полосы, sidebands. Это артефакты, которые появляются вплотную к основной частоте. Вот аналогия из рисования. Представьте, что вы рисуете идеальную синусоиду. Гармоническое искажение — это когда вы поверх нее рисуете еще несколько волн, но с частотой в 2-3 раза выше. А джиттер — это как будто ваша рука при рисовании постоянно мелко дрожит. Вы не рисуете новую волну, вы просто делаете основную линию неровной и шумной. Эта дрожь во времени модулирует основной сигнал, и в итоге мы получаем две проблемы. Первое — случайный джиттер добавляет юбку из шума вокруг основного тона. Звук теряет частоту и фокус. А второе — периодический джиттер, например, от наводки блока питания, создает какие-то конкретные негармонические тона. Скажем, к вашему сигналу в 1000 Гц он прибавит призвуки на 950 Гц и на 1050 Гц. Это близкие, но не гармонические частоты. Ваш слух воспринимает как грязь и диссонанс. И вот эти искажения, грязь и шум, приводят к тому, что высокие частоты становятся размытыми, теряется воздушность, стереокартина может сужаться, локализация инструментов становится менее точной, теряется глубина и детальность звука, особенно в тихих пассажах и реверберациях. Звучит страшно, правда? Но вот главный момент. Проблема джиттера сильно преувеличена. Времена, когда джиттер был реальной головной болью, остались в 90-х. Современные звуковые интерфейсы, даже самые бюджетные, имеют очень качественные внутренние клоки и, что важнее, эффективные системы подавления джиттера. Так когда же о джиттере нужно думать? Тут есть простое правило. О джиттере нужно думать, когда у вас больше одного цифрового устройства в цепи. Ситуация первая. У вас одна звуковая карта. Вы просто пишете и сводите музыку на компьютере. Вообще не беспокойтесь о джиттере. Вторая ситуация. У вас звуковая карта и внешний цифровой преамп, подключенный по оптике или коаксиалу. И вот тут внимание. Вам нужно назначить, кто в этой паре мастер, ведущий, а кто слейв, ведомый. Третья ситуация, когда у вас большая студия с кучей цифрового оборудования. Вот здесь уже нужен отдельный дирижер, мастер-клок.
Расскажу подробнее. Когда вы соединяете два цифровых устройства по цифровому каналу, и у каждого из них есть свой клок, то они, как ни были бы точны, их тактовые сигналы никогда не будут идентичными. Рано или поздно из-за этой микроскопической разницы в скорости одно устройство начнет обгонять другого. Например, частота 48 кГц – это номинальная частота. Устройство не будет работать постоянно, абсолютно точно на 48 кГц. Это значение может немножко колебаться в зависимости от производственных допусков, температуры, даже возраста компонента. Этот компонент – это кварцевый резонатор. Это такой физический компонент, который вибрирует с очень высокой частотой и стабильностью и задает пульс всему устройству. Очень высокая частота – это 24 миллиона 576 тысяч Гц. И дальше подключается схема-делитель, которая делит этот сигнал, например, на 512, и получаются те самые 48 кГц. Из-за деления высокой частоты как раз уменьшается джиттер. Здесь приблизительная аналогия – это быстро вращающийся волчок. Он стабильнее того, который вращается медленно. Но даже если взять две одинаковые карты и выставить на них 48 кГц, то у одной может быть значение 48,1 кГц, у второй 47,99 кГц. И хоть разница кажется ничтожной, но вот что будет. Каждую секунду первое устройство генерирует на 0,01 такта больше, чем вторая карта. За какой-то период времени разница уже будет вполне существенной, и одно устройство будет обгонять другое. Но обгонять это не значит, что музыка вдруг начнет играть быстрее. Это значит, что поток цифровых данных от одного устройства начинает приходить чуть быстрее или чуть медленнее, чем его ожидает другое устройство. Пример из реальной жизни. Представьте два конвейера с ячейками и робота между ними, который должен брать из ячейки коробку с первого конвейера, класть в нее что-то и ставить в ячейку второго конвейера. Конвейеры синхронизированы по скорости, робот делает все четко. Но представим, что конвейеры рассинхронизированы. Робот потянется за следующей коробкой, а ее еще нет. Или наоборот, там уже коробка проскочила, и он не успел ее взять. Первый случай в цифровом мире называется underrun, второй overflow. Второе цифровое устройство хочет взять следующий сэмпл, а его нет. Происходит опустошение буфера, underrun. В лучшем случае он повторит последний удачный сэмпл, в худшем выдаст 0. На слух это будет щелчок, треск. Или наоборот, в буфере места уже нет, а туда пришел новый сэмпл, записать который уже некуда. И происходит переполнение буфера, overflow. Чтобы принять новый сэмпл, устройство вынуждено выбросить какой-нибудь самый старый сэмпл из буфера, который оно еще не успело обработать, и на слух это снова треск. В общем, из-за рассинхронизации тактовых генераторов нарушается целостность потока цифровых данных. Поэтому, когда вы соединяете два цифровых устройства, нужно принудительно одному сказать: забудь про свой внутренний клок, слушай клок с главного устройства. Общепринятое правило: мастерам лучше назначать устройство, которое в данный момент осуществляет аналогоцифровое преобразование, АЦП. То есть в самый чувствительный момент рождения цифрового сигнала. Если вы пишете звук через внешние преампы, подключенные по цифре, логично сделать этот преамп мастером, а вашу звуковую карту ведомым, slave. Давайте подведем итог. Первое. Если вы работаете в коробке с одной звуковой картой, забудьте про джиттер, он вообще не влияет. Второе. Если соединяете два или более цифровых устройства, всегда назначайте мастер и slave, главное устройство и ведомое. Это главное правило синхронизации. Неправильная настройка – вот главный источник слышимого джиттера, щелчки и треск. Третье. Не ведитесь на маркетинг. Покупка дорогого внешнего клока для простой домашней студии не даст заметного улучшения звука. Так что джиттер – это не столько проблема самого звука, сколько проблема правильной коммутации и синхронизации цифрового оборудования. Надеюсь, я смог вам объяснить, что такое джиттер, и что это не мистическая сущность, а вполне конкретное техническое явление, которое в большинстве случаев уже давно побеждено технологиями. В будущем я еще вам расскажу про всякие умные термины просто. А на сегодня у меня все. До встречи в следующих видео. Пока.